Российские тылы в огне, экстренные службы подняты по тревоге, Москва задействовала технику, и многим в Европе это не понравится. Президент отменяет мобилизацию во время войны, контракт вместо призыва, получится ли удержать фронт? Тайный сговор диктаторов на миллиарды, Третья мировая началась, кто отправляется на передовую и как можно остановить войну? Гражданская война под эгидой Вашингтона, восстание против государства, военные атакованы, получится ли захватить всю страну? Об этих и других самых важных событиях вечера понедельника, 23 февраля. Правильный выбор оставаться с нами. Обязательно досмотрите это видео до конца. В эфире «Нехта», я Алексей Бурлаков. Поехали. Теперь дружба точно закончится. Дроны ударили по нефтеперекачивающей станции Калейкино под Альметьевском, ключевому узлу подачи нефти в систему «Дружба». На объекте вспыхнул пожар, кадры с огнем и колоннами техники МЧС разлетелись по сети. Сначала в российских пабликах писали об атаке на сам нефтепровод «Дружба». Позже уточнили цель – нефтеперекачивающая станция Калейкино, принадлежащая Транснефть-Прикамье. Именно здесь сходятся потоки нефти из Поволжья и Западной Сибири, после чего сырье уходит на запад по магистрали. Удар по такому узлу – это удар по логистике. Параллельно сообщается о поражении нефтяного терминала «Тамань-нефтегаз» в Краснодарском крае. По данным источников, там сработали дроны Центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины. Удары дронов все глубже и точнее, и каждый такой пожар – это не только картинка, но и вопрос к устойчивости российской нефтяной инфраструктуры. Мощный удар по российской обороне в оккупированном Крыму. Речь о 15-й отдельной береговой ракетной бригаде Черноморского флота РФ. На вооружении комплекс «Бастион», способный бить по целям на сотни километров. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает о зафиксированных поражениях. Кроме того, серия ударов по складам и логистике оккупантов. Целый фейерверк событий. Одновременно удары нанесли по логистике и по управлению. В районе Нижней Крынки в Донецкой области поражен склад боеприпасов группировки «Юг». Под Великой Новоселовкой склад материально-технических средств, а в районе Покровки в Николаевской области пункт управления беспилотниками десантно-штурмового полка. Это уже не точечный эпизод, это системная работа. Масштабы ущерба все еще уточняются. Путин уже начал Третью мировую. Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, Россию нужно останавливать давлением, а не уступками. По его словам, Москва хочет навязать миру другой образ жизни и не остановится на Украине. Президент отверг идею отдать 20% Донецкой области ради перемирия. Это, по его словам, не земля, а отказ от сотен тысяч людей и раскол общества. Да, временно это может удовлетворить Кремль, но только на паузу. Через 2-3 года, считает Зеленский, Россия восстановится и пойдет дальше. Победа, по его словам, это сохранение независимости и возвращение границ 91 года. Это вопрос времени и возможностей, говорит президент Украины. У нас разные взгляды на Третью мировую войну. Я считаю, что Путин уже ее начал. Вопрос в том, какую территорию он сможет захватить и как его остановить. Не потому, что Россия не должна победить, а потому, что Россия хочет навязать миру иной образ жизни и изменить ту жизнь, которую люди выбрали для себя сами. У президента Трампа была лишь одна встреча с Путиным. Мое мнение, они должны останавливать россиян, а не пытаться им угодить, потому что они все равно будут врать. Они заботятся только о себе и своих собственных интересах. Зеленский также дал понять, Украине нужны долгосрочные гарантии безопасности от США, закрепленные Конгрессом, а не зависящие от одного президента. На вопрос, проиграет ли Украина, Зеленский ответил коротко «конечно нет» и добавил цель одна – остановить Путина. А как думаете вы, Третья мировая война уже идет или еще не началась? Пишите прямо в комментариях свои ответы. Украина отменяет мобилизацию. Киев хочет отказаться от массового набора людей в армию и постепенно перейти на контрактную модель. Но есть проблема – деньги. По словам президента, Украина хотела бы платить бойцам за контракт так же, как это делает Россия, но на такую программу просто нет средств. И именно здесь, подчеркнул он, может помочь Европа. Пока же европейские партнеры не финансируют такую инициативу. Президент добавил, воюющая страна не может позволить себе проигрывать по количеству оружия и ресурсов, а
без стабильной финансовой поддержки перевести армию на контрактную основу невозможно. Тем временем министр обороны Михаил Федоров сообщил, что в розыске находится около 2 миллионов военнообязанных. Власти готовят изменения в подходах к мобилизации. Депутат Федор Венеславский подтвердил, ставка будет делаться на увеличение числа контрактников и постепенное снижение доли мобилизационных призывов. Контракт вместо повестки? Киев готов менять систему. Вопрос только, кто за это заплатит. А РФ тем временем меняет свои цели и приоритеты. Нет, они не станут более гуманными и не перестанут бить по гражданским. Даже количество ударов не уменьшают. Но самое важное не масштабы, а направление этих ударов. В Институте изучения войны считают, Москва могла сместить фокус. Если раньше основной целью была энергосистема, то теперь приоритет – логистика. Под ударом железные дороги и объекты водоснабжения. Это важно, потому что удары по логистике – это попытка бить по снабжению фронта, переброски техники и резервов. Удары по воде – это давление на города. Аналитики считают, что Кремль адаптирует стратегию после зимней кампании по энергосистеме. Не удалось сломать страну отключениями, ищут новые уязвимости. При этом энергетику Россия, вероятно, не оставит в покое. Скорее всего, дальше комбинированная модель логистика плюс критическая инфраструктура. Тактика меняется, цель та же. Бунт на корабле. Призывы не сработали. Только тотальное давление на союзников. Евросоюз ищет пути решения вопроса вето от членов объединения. Главы МИД ЕС собираются давить на Венгрию. В Брюсселе об этом прямо заявил министр иностранных дел Германии. Я удивлен позицией Венгрии. Мы обсудим это с нашими венгерскими коллегами. Я не считаю правильным, чтобы Венгрия предавала свою собственную борьбу за свободу и европейский суверенитет. Поэтому мы вновь обратимся к венграм со своими аргументами, как в Будапеште, так и, разумеется, здесь, в Брюсселе, с просьбой пересмотреть свою позицию. Причина конфликта – новый пакет санкций против России. Венгрия уже объявила, что его заблокируют. Это шаг давления на Киев. Будапешт требует возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба», который снабжает венгерский НПЗ. Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию остановлен с 27 января. Тогда российский дрон повредил оборудование на западе Украины. В Будапеште и Братиславе считают виновной именно Украину. В итоге нефти нет, санкций тоже может не быть. Гражданская война или полицейская операция? Пусть по определению второе, но по масштабу смело можно назвать революцией. Мексика вспыхнула после ликвидации Эль Менчо. Глава картеля «Новое поколение Халиско» погиб во время полицейской операции. После его смерти в минимум 8 штатах начались беспорядки. Блокируют дороги, жгут машины, остановлен междугородний и международный транспорт. В Халиско задержаны 25 человек, разгромлены десятки магазинов и банков. Но снаряжение бойцов картеля, у которого есть даже свой спецназ, позволяет думать, что сил у них хватит на полноценную войну с государством. Мы пережили критические часы. Инциденты фиксировались в разных районах штата и в агломерации. Ключевым фактором стала координация между различными ведомствами на всех уровнях власти. Главная цель этого дня – обеспечить безопасность людей. Поэтому ранним утром, по итогам этого совещания по безопасности, которое работает в режиме постоянного заседания, мы ввели код «Красный», и он остается в силе. По данным Минобороны, глава картеля Немесио Сегера Сервантес оказал сопротивление. 4 боевиков убиты на месте, сам он и еще 2 умерли от ран по пути в Мехико. 3 военных получили ранения. У картеля изъяли оружие, бронетехнику и даже ракетные установки. США подтвердили, помогали разведданными. За информацию о Менчо обещали $15 миллионов. До этого спецслужбы задержали главу так называемого Дельтас, именно тех командос от наркокартеля. В ряде регионов отменили занятия в школах, картель объявил награду за силовиков. Страна снова балансирует на грани открытой войны с наркоструктурами. Тайный контракт. Диктатор помогает диктатору. Цена вопроса $500 миллиарда. Financial Times сообщает, Москва и Тегеран подписали в декабре секретный контракт на поставку 500 переносных зенитных ракетных комплексов и 2500 ракет к ним. В пакете еще 500 приборов ночного видения. Общая сумма около 495 миллионов евро. Поставки расписаны на 27-29 годы, но часть систем, по данным источников, могла уйти раньше. Мобильный без грамма
громоздкой инфраструктуры. Иран запросил системы вскоре после 12-дневного конфликта с Израилем, когда его ПВО была серьезно ослаблена. «Верба» — один из самых современных российских ПЗРК. Он бьет по дронам, крылатым ракетам и низколетящей авиации. В Кремле молчат, но эксперты уже говорят, такие поставки усложнят возможную операцию США или Израиля против Ирана. Вопрос — это оборона или подготовка к новому витку конфликта? Россия вывесила почти 15-метровый баннер на здании своего посольства в столице Южной Кореи в цветах триколора с лозунгом о победе. Все это накануне 24 февраля, 4-й годовщины полномасштабного вторжения в Украину. В Сеуле отреагировали жестко. МИД потребовал снять баннер еще 22 числа, но утром 23 февраля он все еще висел. Власти заявили, это создает ненужную напряженность и нарушает дипломатическую этику. Сеул также напомнил, что считает вторжение незаконным и потребовал прекратить военное сотрудничество Москвы с Северной Кореей. В российском посольстве ответили просто: баннер якобы к Дню дипломатического работника и Дню защитника Отечества, а лозунг — это крылатая фраза из истории Второй мировой. Там заявили, что никого оскорблять не хотели и снимать его не собираются, по крайней мере до конца так называемых праздничных мероприятий. Так что вопрос остается открытым: это просто баннер или демонстративный сигнал на фоне войны и растущего напряжения в регионе. Пассажирский автобус сорвался в реку, десятки жертв. Рейс из Покхары в Катманду в Непале сорвался с дороги и упал в реку Тришули. По данным полиции, погибли 18 человек. В салоне находилось более 35 пассажиров, как минимум 25 пострадавших госпитализированы. Причина падения пока неизвестна. На месте работают военные, полиция и местные жители. Спасательная операция продолжается. А в прошлом выпуске мы говорили о нападении на президентскую резиденцию, которая закончилась смертью, о том, что диктатор, похоже, всерьез готовит сценарий после себя. В кулуарах уже называют преемников и делят власть в ожидании часа Икс. Тем временем по Москве идет шквальный удар дронами, столица под атакой, пока в НАТО все громче говорят о возможной победе Украины. И отдельно резкий разворот Орбана. Друг Путина внезапно меняет позицию и срочно ищет для себя красивую отмазку. Что произошло и почему все это может изменить расклад? Если еще не видели, то обязательно посмотрите. А мы с вами встретимся уже утром.